Вот опять, та же самая штука. Вся санкционная система западная была против нас, была выстроена в логике вот этого самого либерализма-монетаризма. То есть они наносили удары по финансовой системе. Это на Западе предприятие, это на Западе банк, это первый друг предприятия. А у нас он первый враг предприятия. Закрывает счета, кредиты не дают, рейдерскими, значит, захватами занимается. По этой причине наши сказали, как этим уродам-то хорошо, по ним врезали. И продолжили жить дальше, как ни в чем не бывало. То есть это была просто ошибка. Они просто не допоняли, что такое российская экономика, в которой доля, в которой как бы, расширенная денежная масса меньше нормы в 2,5 раза, а меньше, чем у них, там, в 3, 4, в 5. Ну и все, и что, собственно. Ну, а теперь они говорят, мы в долгую. Это да, сейчас, пока вам санкции как-то бочком прошли. А вот дальше мы вам создадим проблем. Фон дер Лейн же уже сказал, мы 11-й пакет сейчас примем, где они будут, этот пакет уже не столько против России, сколько против третьих стран. Ну да, соответственно. Эмиссары у них поехали в Казахстан, в Армению, до этого были в Турции, Эмиратах. Были. Сейчас, соответственно, вы поймите, да, что это единственное, что может привести, что через год-полтора рухнет руководство Казахстана. С руководством Армении уже все понятно. То есть тут даже и вопросов нет. Но вообще, с учетом взрыва в Закавказье, я думаю, что там будет хаос. Ну, собственно, как и в Западной Европе. А с хаосом существует технология фронтир. То есть нам не нужно договариваться с местными элитами, поскольку они безнадежно сгнили. То есть надо дождаться, когда их народ снесет, и там начнут бегать банды, которые будут друг у друга отбирать еду. А дальше мы будем двигать нашу границу и говорить, вот, ребята, вы из этой деревни, вы хотите, чтобы у вас был порядок, как у нас, или ужас, как у вас? Ну, конечно, мы за порядок, все. Ну, вот как бы технология, как боролись с Диким Западом. А в Соединенных Штатах Америки в 19 веке. Вот технология фронтир. Она очень хорошо пойдет в Восточной Европе. То есть, если я правильно услышал, есть не надо? Не, спешить не надо. Спешить не надо. Вот, как сейчас мы медленно спустимся с горы. Вот, а что касается санкций, я напоминаю старый анекдот про 267-е последнее китайское предупреждение. Опять-таки, санкции для чего? Ребята, вы что хотите? Мы тут сейчас будем создавать внутренний рынок, мы тут сейчас будем вводить новые валюты. Сейчас уже вот, ну, как бы пока объявили... Они говорят, у вас чипов нет. Мы вам перекроем поставки чипов. Значит, есть несколько деталей. Здесь вновь тема Тайваня возникает. Во-первых, чипы есть. Нету совсем последних чипов маленьких. Но единственное место, где они принципиальны, это доведение компьютеризации вооружений до отдельного солдата. Для этого нужны маленькие чипы, чтобы он мог сам управлять, грубо говоря, огнем. Вот. А проблема состоит в том, что, во-первых, солдаты не могут воевать с анархией. Как только вы солдат направляете не против армии противника, а против населения, неважно какого, армия деградирует мгновенно. Мгновенно. Во-вторых, если против армий, против Ирана, против КНДР, да против России. Понимаете, что западные армии воевать против людей, которые готовы умереть за родину, не могут. Они за деньги воюют. Как только они понимают, что риск умереть слишком велик, они рассыпаются. В этом вся проблема. Ну и последнее. Нужно производство оборонной техники. Это требует и инженеров, и людей, и самое главное, управления. И тут я напоминаю, что за последние 30 лет Соединенные Штаты Америки запустили довольно много новых оборонных программ. А мы? Десятки, сейчас скажу. Мы уже кое-что завершили. А вот они из всех программ, которые были запущены, и которые были рассчитаны на 8 лет, 12, 15, которые уже должны были быть завершены, завершили только одну, F-22. А больше нет. Почему? А потому что у них коррупция почище, чем у нас. Михаил Ильич, вам следом скажет, а у нас не такой разгул коррупции? Не такой. То есть пилят, но не в таких масштабах. Да мы даже близко не подходим. Но самое главное другое. У нас существует еще некая традиция мобилизационной экономики. То есть придут комиссары в пыльных шлемах, тупо расстреляют 2-3 человек прямо на месте. Ну, из тех эффективных минагеров, которые вообще не нужны. И все заработает как часы. Ну, не как часы, но все равно заработает. А у них так нету. Это невозможно. Им надо реально перестраивать систему управления. Это очень долгий процесс. И времени у них нет. Сегодня Михаил Ильич просто источает оптимизм. Я не оптимизм источаю, еще раз говорю. Я совершенно не хочу сказать, что мы справимся. Потому что очень мало людей наверху, которые это могут сделать. Ну, и опять-таки, вот до тех пор, пока вот сидят эффективные минагеры. Ну, сейчас, если мы возьмем любую даже оборонную корпорацию, то там 80% людей с начальников департамента и выше можно увольнять сходу. Это эффективные минагеры. Они единственное, что умеют контролировать финансовые потоки. А если нужно осваивать деньги в изделии, они не только не нужны, они мешают. Вот все. Вот это. Ну, давайте я